Привет, солнышко. Хотя, если учитывать время года, то скорее метель моих сожалений. Шучу. Ты мой морозный рассвет, сахарный иней, ледяной огонек. Если еще не растаял, будем продолжать самую приятную экзекуцию. Зимнюю экзекуцию. Надень наушники, морозный мой огонек, чтобы лучше меня слышать. Вокруг тебя такое едва темное небо, возможно, подсвеченное городской засветкой, а быть может, такое темное, что легко дает рассмотреть каждую яркую звезду. У меня сейчас их не видно, но мы смотрим в то же небо, хоть и не рядом, хоть нас разделяют много километров. Что значат они против людских чувств, привязанностей? Нас всех связывают невидимые узы. Даже если мы не можем их увидеть и потрогать. Эти узы влияют на жизнь и на пространство вокруг, вопреки нашему неверию. Ты просто позволим сделать так, чтобы все шло, как идет. Они приведут нас к самому лучшему. А теперь, морозный огонек, оглядись по сторонам. Что ты видишь? Наверное, ты скажешь, что типичные одинокие многоквартирные дома, белые пустые улицы с через раз работающими фонарями, суетящихся людей, каждый из которых все бежит и бежит куда-то. Бесконечные ряды надоевших машин, глупые украшения на каждом встречном фасаде магазина. Так ведь? Давай посмотрим на все это другими глазами. Морозный мой огонек. Этот вездесущий снег, который так хрустит сейчас под твоими ногами. Интересно, на что похож этот звук? Кто-то скажет, что на хруст капусты во рту. Или на чипсы. А что, если он звучит радостно, даже победно, словно обещая тебе хороший день, скорое возвращение домой, где тепло, уютно, где ты чувствуешь себя в безопасности. Это радость, предвкушение, ожидание, предчувствие праздника. Ты слышишь это? Чувствуешь, как мягко он проминается под тяжестью твоего веса, как уступает давлению и позволяет устойчиво наступать, не препятствуя твоему стремлению туда, где тебя ждут. Под твоими ногами гибнут мириады снежинок, но за спиной с тихим шелестом
падают новых миллионы и миллионы, присыпая оставленные тобой следы. Сейчас слишком шумно на городских улицах. Но ты когда-нибудь прислушивался к звукам падения снежинок? Например, на твою куртку. Подними ручку к уху. Попробуй услышать этот тихий, осторожный звук, которого совсем не ожидаешь от такой невесомой крошки, как снежинка. Можно ее даже рассмотреть. Для этого вовсе не нужна лупа или тем более микроскоп. Видишь? Только ты не дыши в ее сторону, иначе мы ее больше не увидим. Услышал? Хорошо. А не играют ли в твоей голове праздничные мелодии, сопутствующие скорому чуду? Воспринимаешь ли ты вообще Новый год как чудо? Тебя не завораживает, что почти все люди собираются в один момент, в один и тот же момент, в ожидании заветных 00:00 на часах? Что каждый ощущает в этот момент? Что что-то изменилось, изменится, что прошлое позади? Нет ли у тебя каждый раз затаённой надежды, что теперь будет лучше, чем раньше? Лишь одно мгновение, которое не способен различить человек, за которое все календари нынешнего года теряют актуальность, ждут своей смены, сдавая пост новому. Не чувствуешь ли ты надежды, что в эти дни, что в тот самый заветный момент едва ли не витает в воздухе каждого дома, каждого уголка? Она поддерживает всех нас, заключает в свои теплые и надежные объятия, дает силы идти дальше, вдохновляет на достижения. Не даешь ли ты себе обещание каждый раз, что наконец-то сделаешь то, о чем давно хотелось, что наконец-то соберешься и справишься? Что, если я тебе скажу, мой морозный огонек, что это один из редких моментов, когда магия в мире действительно существует, когда ее можно почувствовать, даже если ты пытаешься все отрицать? Ты и делаешь это как Гринч. Не знаю, смотрел ли ты эти мультики и фильмы, но ведь это просто одинокое грустное существо, которому не хватает любви, внимания, ощущения принадлежности к обществу. Не хватает веры, что кто-то его ждет. У тебя ведь есть что-то такое, морозный мой огонек. Даже если рядом с тобой прямо сейчас нет человека, с кем бы ты мог встретить тот самый заветный волшебный момент, само волшебство никуда не девается. Оно будет действовать на тебя даже тогда, когда ты всеми фибрами души от него закрываешься, когда ты отрицаешь возможность счастья
и любви. Скажу непопулярную мысль, морозный огонек. Не всегда ты один, если рядом никого нет. У тебя всегда есть ты. Разве в тебе нет всего, чтобы быть счастливым? Разве ты не целый необъятный мир, в который можно окунуться и утонуть? Разве нет в тебе всего набора эмоций, уверенности, желания бороться дальше, увлечений, хобби? Даже если ты не видишь этого в себе, я вижу. Я вижу, что ты один из тех людей, кому не нужна половинка, кто уже целый. Тебе не нужен человек, чтобы стать счастливым. Ты и так счастлив. Тебе нужен человек, чтобы стать еще счастливее, чтобы сделать жизнь еще приятнее и теплее, чуточку проще и понятнее. И этот человек обязательно появится, такой же целый и надежный, как ты сам. Не нужно его всеми силами искать. Это лишнее, мой морозный огонек. Просто будь открыт новому, новым. Договорились? А теперь вновь посмотри по сторонам. Посмотри, как белоснежная пелена скрыла все недостатки, украсила каждое здание, будь то маленький частный домик, едва заметная будка сонного сторожа или высоченное здание, верхушки которого даже не видно из-за мельтешащих холодных хлопьев. Здорово представить, что они щекочут не только твою нежную кожу, холодя ее и ободряя хозяина, но и касаются меня, всех людей, кто сейчас под открытым небом. А еще такие же снежинки касаются самых высоких деревьев и крыш, оседая там и смеясь над нами. Разглядывают там все нас сверху, как глупых, ничего не значащих крошек, осыпавшихся с такого чудесного и одновременно пугающего создания, как человечество. Мы создали столько прекрасных вещей, но и столько разрушили. Хорошо, что сейчас люди стремятся исправить свои ошибки, следят за животными и растениями. Когда-нибудь и снежинки, и каждое божественное создание перестанет смотреть на нас с осуждением. Останется лишь невинный задор. У тебя, наверное, сейчас краснючий нос, которому бы только в тепло, да согреться. Но пока что рано. Я еще не все тебе показала, мой морозный огонек. Знаешь, что мое самое любимое во всей этой предновогодней суете? Как раз то, чем я тебя с большой любовью назвала. Огоньки. Они так прекрасно сочетаются и со всей этой снежной сказкой, даря ей недостающие
огни и раскрашивая стерильную идиллию, дополняя картину того, как пелена скрыла все недостатки окружающей обстановки. И те же самые огоньки делают уютнее и каждый дом, где их любовно и с теплом повесили, где их развесили на окна, чтобы даже те, кто сейчас мерзнет на улице, ощутил уют и тепло. Они подбадривают каждого мельтешащего по городу зеваку, что стремится докупить недостающие подарки, что совсем доступным ему упорством пытается найти то, что больше всего понравится его дорогим людям. Всех нас объединяет желание дарить друг другу подарки. И ведь дело вовсе не в самих вещах, а во внимании. Согласись, дарить подарки еще более приятно, чем их получать. Это совсем не обязательно должно быть что-то дорогое. Сама суть Нового года и подарков в том, чтобы показать людям, что мы к ним внимательны и знаем, какая мелочь может сделать их счастливее. Для кого-то это может быть что-то маленькое и для окружающих вроде бы неценное, вроде фигурки любимого героя из игры или сериала и фильма, а для кого-то так долго желаемый пушистый четырехлапый друг, кому-то телефон или приставка. Это совсем не важно, мой морозный огонек. Главное знать, кто в чем нуждается. А что может быть приятнее того, что к тебе внимательно и помнят, что ты любишь и что ты говорил. Посмотри хоть вправо, хоть влево, хоть прямо. Думаю, ты соврешь мне, если скажешь, что не видишь огоньков и гирлянд. Скажи, какие ты видишь? Хотя я отвечу за тебя. Это и разноцветные, что мерцают быстро-быстро, будто торопя тебя скорее закончить дела. И одноцветные, что приманивают, как мотылька фонарик. Там и красные, и желтые, и зеленые, и синие. Так и манят подойти, потрогать. Знаешь, они теплые, на них тают снежинки, неосторожно прикоснувшись, как мушки на паутине. Достойное окончание долгого медленного падения, кружения по миру, успев рассмотреть его. Хочешь ли ты тоже остановить кутерьму и, наконец, остановиться? Дать себе отдохнуть, позволить увидеть волшебство вокруг. Я думаю, что хочешь, мой морозный огонек. Я всей душой желаю тебе этого и посылаю лучики добра. Пожалуйста, пообещай мне, что сделаешь свой дом уютнее. Ты подаришь этим себе настроение. Просто поверь мне. Мы сами создаем себе настроение. Никто не сможет тебе его навязать, если быть к нему закрытым. Мы договорились, огонек? А теперь беги скорее домой
отогреваться горячим чаем, теплой одеждой и самыми любимыми фильмами, с зимой, Рождеством и Новым годом. Ты можешь быть счастлив так же, как люди в них. Я знаю это. Беги, мое счастье. Скажешь, как доберешься. А я позволю себе еще немного полюбоваться любимой снежной сказкой, подаренной зимой, госпожой Мороза и приносящего надежду морозного рассвета. Спокойной ночи, мой дорогой человек.